Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня я расскажу вам об очень интересном, показательном и доказательном путешествии за грань земного мира и возвращении оттуда с информацией, доказывающей жизнь после смерти и бессмертие сознания человека. Приступим. Одним из самых удивительных, невероятных и замечательных случаев пребывания за гранью земного мира в мире потустороннем с кратким визитом является случай физика Владимира Ефремова, советского и российского инженера, ведущего конструктора ОКБ «Импульс» и вполне состоявшегося и заслуженного человека, заподозрить которого во лжи и выдумках довольно непросто, поскольку он обладает устойчивой репутацией честного и надежного человека среди друзей, коллег и родственников. Владимир Григорьевич является признанным специалистом в области искусственного интеллекта и освоения космоса. Он принимал участие в разработке советских ракет-носителей, реактивных двигателей, космических аппаратов и даже в запуске Юрия Гагарина. Был удостоен 4 государственных премий. До своего околосмертного опыта Ефремов, как и ваш покорный слуга, был убежденным атеистом. Не верил ни в загробную жизнь, ни в Бога, ни в любые другие вещи, считающиеся паранормальными, сосредотачиваясь исключительно на принципах бытия, считающихся ныне научными. И только новые знания, полученные во время путешествия на тот свет, заставили его по-иному взглянуть на мироздание. Итак, вот как все это было. Однажды в 1983 году, находясь дома с родственниками, Владимир Григорьевич испытал приступ сильнейшего кашля. Вследствие длительного заболевания дыхательной системы хроническим бронхитом произошел какой-то коллапс в бронхах и легких. Дыхание прекратилось, и на 8 минут жизнь в теле ученого остановилась. Однако с остановкой биологической жизни, к невероятному удивлению Ефремова, его сознание никуда не потерялось. Оно продолжило жить независимо от тела, путешествуя по потустороннему миру и познавая его. Ученый сохранил осознание себя, своей личности и своего существования и провел массу экспериментов, позволивших убедиться в существовании того света и вернуться оттуда с важными знаниями о его устройстве. Ученый не видел и не ощущал своего биологического тела, но продолжал бытие. Все его воспоминания и чувства остались с ним. С выходом из тела он ощутил небывалую легкость. Боли, удушье, страхи, тревоги и неудобства прижизненной биологии исчезли, а вместо них появились умиротворение, спокойствие и уверенность. Как позже вспоминал Владимир Григорьевич, ему показалось, что сознанием он вернулся во времена своего детства, когда все было хорошо, спокойно и безмятежно. В какой-то другой оболочке, которую можно назвать информационным телом, ученый двигался по некой огромной трубе. Немного освоившись со своим новым состоянием, Владимир попытался воздействовать на свое движение силой мысли. Это было привычно для него, поскольку ранее он имел опыт осознанных сновидений, в которых и управлял движением и событиями при помощи силы мысли. Принципы перемещения в посмертном мире оказались схожи с тем, что он испытывал во снах. Таким образом, на первых порах он смог замедлять движение и менять его направление, а позже и изменять контуры трубы и ее конфигурацию,
и воздействовать мыслью на другие объекты и процессы. Анализируя происходящее, он пришел к выводу, что мир, в который он попал после остановки жизни в теле, реален, а сам он продолжает существование, поскольку может мыслить. Ведь, как известно еще со времен Декарта, если ты мыслишь, значит существуешь. Кроме того, именно мышление здесь воздействует на окружающую реальность и способно быстро изменять ее свойства, события и все окружение в целом. Позже физик будет так описывать свои ощущения. Пространство вокруг меня было ярким, насыщенным и наполненным энергией. Мое сознание функционировало иначе. Оно охватывало все одновременно, не ограничиваясь ни временем, ни пространством. Я с удивлением наблюдал, как мир сворачивается в трубу. Солнца я не видел, но свет был повсюду, равномерный и не создавал теней. На стенках этой трубы я различал структуры, похожие на рельефы. Определить, где верх, а где низ, было невозможно. Я старался запомнить местность, над которой пролетал, и она напоминала мне горные пейзажи. Эти образы оставались в моей памяти с удивительной легкостью, словно память стала безграничной. Я мысленно визуализировал место, над которым только что пролетал, и это удавалось идеально. Мне пришла в голову мысль, возможно ли вернуться в прошлое и насколько сильно можно влиять на реальность вокруг. Я мысленно представил себе образ старого сломанного телевизора из своей квартиры и смог его увидеть сразу со всех сторон и внутри одновременно. Я увидел все. Происхождение устройства, источник руды для металла, место его создания и даже личные данные столевара, у которого были проблемы с тещей. Я знал все об этом телевизоре до мельчайших подробностей, включая причину его неисправности. После возвращения к жизни я заменил неисправную деталь, и телевизор снова заработал. Я осознал, что мысль обладает невероятной силой. Наше конструкторское бюро 2 года решало сложную задачу, связанную с крылатыми ракетами. Но визуализировав конструкцию, я мгновенно нашел решение, которое оказалось настолько очевидным, что я запомнил его и позже успешно реализовал. Продолжая свое исследование потустороннего мира во время околосмертного состояния, ученый обратил внимание, что обмен информацией с окружением стал двусторонним. Сначала ему казалось, что ответы на его вопросы являются просто продолжением его собственных мыслей. Но постепенно он понял, что получаемая им информация выходит за пределы его земных знаний. Знания, которые приходили ему в этой трубе, были гораздо обширнее всего, что он знал ранее. Чуть позже Ефремов осознал, что с ним в информационном взаимодействии находится некое удивительное существо, лишенное всяческих ограничений. Оно обладало неограниченной мощью, было всемогуще и полно любви. Этот невидимый, но ощущаемый им субъект был очень осторожен, чтобы не навлечь на испытывающего околосмертный опыт ученого страха и испуга. Ефремов начал понимать, что ему открываются явления и проблемы во всей их причинно-следственной взаимосвязи. Несмотря на то, что физические глаза ученого не видели, фактически в тот момент они были мертвы и не функционировали, его восприятие было острым и ясным. Он пришел к выводу, что это было проявлением присутствия, которое можно назвать божественным. В какой-то момент своего путешествия Ефремов почувствовал, что наткнулся на преграду и не может продолжать движение. Он ощутил, что его буквально выдергивают из этого состояния, словно морковь из земли. Несмотря на его желание остаться и то, что он чувствовал себя в том мире прекрасно, все вдруг начало мелькать, и в следующее мгновение он очнулся в своем биологическом теле, увидев свою сестру, переполненную ужаса в попытках реанимировать брата. Самого же Ефремова в этот момент переполнял восторг.
Едва открыв глаза, он произнес: «Жизнь там есть». А позже, после того, как восстановился от болезни, неоднократно повторял: «Смерть для меня больше не страшна. Я знаю, что это дверь в другой мир». 8 земных минут, которые показались ему часом, Владимир Ефремов находился на так называемом том свете и вернулся оттуда на землю, чтобы доиграть свою игру до конца и в благих целях поделиться обретенными знаниями о потустороннем мире со всеми живущими. Мы прикладываем к этому видео обширный доклад ученого о его путешествии, в котором он подробно, обстоятельно и научным языком описал все, что увидел, а также сделал выводы по факту своего паранормального путешествия. Обязательно изучите этот труд, если хотите разобраться подробнее и лично получить искомые доказательства продолжения жизни после биологической смерти. Как видите, информация, с которой Владимир Ефремов вернулся с того света, в целом совпадает с обобщенным массивом данных о жизни после смерти, накопленным человечеством к текущему моменту, что является еще одним уверенным доказательством в стройном ряду уже полученных о том, что каждый продолжит жить после гибели его биологического тела. Наши усопшие ранее родные и любимые люди никуда не исчезли, а наша новая встреча с ними приближается так же гарантированно, как и завтрашний восход солнца. На сегодня это все, дорогие друзья. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.